Приветствую всех любителей Dragon's Dogma. Продолжим прохождение нашей игры. В этом выпуске мы дальше двинемся по острову, посетим храм ничтожной истины, крепость воспоминаний. На пути нам будут встречаться злые и страшные монстры, но я думаю, что вместе с вами мы их, безусловно, победим. Сейчас мы у Барыча приводим себя в порядок, выкладываем, берем. Впереди нам предстоит довольно ответственный участок прохождения, поэтому надо ничего не забыть. Проверяем сундуки. Ну, не повезло. Коридор, в котором полно червей. Так. Ну и опять мы слышим, как там резвится Василиск со своей охраной гоблинами. Вон они с факелами бегают, всматриваются в темноту, чтобы увидеть вовремя врага. Враг — это мы. Вот так. Запускаем наш смерч. Вот и уровень подоспел. Торопиться не будем. Обязательно сохранимся. Мы знаем уже, что это не так все просто. А вот и наш гость. Так появляется Гарм. Огромная собака. Но очень кусачая. Ну что, Гармушка, сразимся? Вот он, внизу, рычит. Хочет нас съесть. Но мы ему, безусловно, не дадим этого сделать. Встретим его светящими шариками. Вот и все.
Собираем все подарки. Главное, ничего не пропустить. К сожалению, Гарм, как правило, появляется не вовремя. Если затянется битва с Гармом, то все подарки пропадают. Здесь вот собираем самые хорошие грибы, королевский цветок. Ну и, кажется, зал нами почищен полностью. Впереди в проходе видим гоблинов с факелами, стоят, ждут. Есть 2 грибочка. Гоблины оставляют, как правило, в лучшем случае крупицы кристаллов разлома и своей части железного меча. А здесь вот еще один гоблин охраняет сундук. Верный страж сундука. Забираем. Ну, здесь, как вы помните, по 2 серии парочка влюбленных. Сирена и Огр. И получаем за них порядка 27 тысяч очков опыта. Заглянем в эту комнатушку. Может, что там появилось новенького. Эти ящики иногда дают нам золотые мешочки. Но пока ничего сверхвыдающегося нет. Так, ну что будем делать? Зарядимся, может быть, в этот раз посетим наших гоблинов-шаманов. И впервые мы там увидим новый вид гоблинов, которые нам еще не встречались. Да, чуть не забыли проверить этот сундук. Так бы и пошли дальше.
Ну вот даже судя по количеству очков опыта, которые нам дают за их убийство, можно уже судить о том, что это довольно непростые враги. Но у нас все получилось. Один сундук. Здесь второй сундук. Ислевший гримуар. И здесь пара сундуков. Сундук, который слева, может на этом этапе дать нам или броню с острова номер 1, или оружие с острова номер 1. Не всегда сразу, поэтому приходится вот использовать такой кинжал. Вот оружие с острова номер 1. Забираем. В этом сундучке попадается часто вот такой щит веры или лук. Вот так. Нас любезно встречает еще один гоблин. В этот раз он уже последний в этой локации. Ну и мы после этого здесь проверим 3 сундука. Наша задача здесь взять безделушки с острова номер 2. Вот одну забрали. Вторая должна была бы быть. Так, что делать, что делать? Пойти дальше. Ну ладно. Не будем мудрствовать. И здесь забираем. Все. И начинается у нас жёлоб страданий, передышка воина. С любимым нашим бассейном живой воды. Вот оно. Так, излечили все свои раны. И пойдем поговорим с Барычем. The Wanderer. Now. Now, will you have a look? What'll it be? What'll it be? No. Ритуальное омовение перед трудным участком пути. Одеваем наше кольцо сухости, которое нас здорово выручает. Особенно вот в таких данжах, которые сейчас мы посещаем.
Справа, как мы помним, два злобных глаза маленьких, но вредных до ужаса. Вот. На стене вон между ними висит еще ящер. Вот здесь кожа гигантского ящера. Это вот один из ингредиентов, который довольно часто встречается при улучшении оружия и брони. Это наше уже второе посещение этого подземелья, и сейчас очень высока вероятность появления злобного старого огра. Очень опасного противника. Половили рыбки. Там, кстати, еще один маленький ящер должен быть впереди. Последний ящер здесь. Вот он, таки явился. Это был маленький ящер. А вот теперь мы начинаем обстреливать нашего огра. В данном случае используется навык, который позволяет сбивать противника залпом. Ну вот. Думаю, огр не ожидал встретить достойного соперника здесь. Вышел, видите, не одевшись, чем мама родила, поэтому проиграл.
Защита от людоедов. Повезло. А второй? И второй повезло. А третий? И третий повезло. Ну все. Пока хватит. Труба зовет. Вот тут рыбку половим. Наделаем из нее нашей выносливости сжиженной. Так, а здесь еще один сундучок. Золото прикупили. Ну что, придется опять включать защиту. Ага. А здесь таки сидел, ждал нас. Септископический кристалл. Тоже, кстати, нужен. Так, здесь рыбалка у нас. Есть такое дело. И наверх. Опять труба зовет. Как я уже говорил, здесь два вида может быть: кристаллы разлома или вот такая огромная вонючая рыба. То, что она вонючая, не страшно, из нее получается прекрасная сжиженная выносливость, как и из хорошей рыбы. Ну вот, теперь пойдем в другой конец локации. Начнем, пожалуй, с этой комнатки. Черви справа внизу в приямке. Они там копошатся. У них там гнездо. Ну, конечно, как всегда, рядом с сундуком. А где же мы еще ж быть? Вот так, рискуем. Хороший щит для рыцаря-мистика. И здесь на всякий случай сохранимся. Броня с острова номер 1. Хорошо. Проходим через этот водопад, не намокнув. Вот так. И все уже по отработанной схеме. Черви, 3 сундука. Сначала тот одинокий, где нас должна ждать безделушка с острова номер 2, а потом эти 2. Повезло в этот раз. Здесь людоед может быть в любом из этих 2 сундуков.
А теперь к Барычу. Сдадим в хранилище все наши найденные, завоеванные предметы. И после этого двинемся дальше, вглубь острова. Там, где мы еще не были. The one. Now, will you have a wonder be? Wouldn't it be then? Wouldn't it be? No. Враги еще не восстановились, поэтому идти сейчас легко и приятно. Вот она дверь, ведущая нас дальше. I believed myself the one to end the great cycle, to free the world. Yet here I reach my meager end, lost in quiet oblivion. Да, это уже босс. Некоторые игроки называют его злобным глазом, пешки и перевод называет его соглядатаем. Но это сути не меняет. Здесь тентакли сразу же вырастают. Так. Вот сейчас он применяет свет. Тоже довольно неприятное оружие, которое может ослепить.
Да, вот мы попали сейчас. Попали. Но ничего, у нас есть панацея, которая быстро нас вылечила. Вот он там что-то шепчет, наклонился вниз. Появились такие отростки. Все, Глазик, ты проиграл. Нам показывают, как открывается следующая дверь, ведущая дальше. Ну а мы пока пособираем тут все, что плохо лежит, включая то, что нам Глаз подарил. Вот здесь его подарки. И фиолетовый панцирь там, и все такое. По меткому выражению одного игрока, пылесосим все подряд. А вот и жуткая статуэтка одна. Следующим этапом нам надо будет собрать уже 20 статуэток. Ну, с учетом тех 10, которые уже были собраны. И покидаем эту локацию. Здесь еще одна жуткая статуэтка и парочка травы. А вон и Барыч стоит. А может, его брат-близнец, не знаю. Но тоже называет себя Барыч. Oh well, now will you? What'll it be? What'll it be then?
Now, will you have a look? I'll see you don't regret it. What'll it be then? What'll it be then? Now, it's Все no нужное die. купили уже, поэтому... Спасибо, барыч. Пойдем дальше. И вот здесь плита, не простая плита, а с воспоминаниями. И открываем наш первый правый проход, если смотреть на главные ворота. Tis slow work, but I've been endeavoring to remember more about myself. Не успели мы добежать до доски объявлений, как Too, нас it was one перехватила name to Ольра. learn by fate. In my questing, I came to this place, yet the will of some other entity took hold of me and bound me here. The words I spoke begging your aid were not mine, but theirs. Beyond that is still a haze. Так, что тут пишут? Понятно. What am I? The truth remains if there is. If there is aught, the truth remains if there is aught. Да, маслом надо запастись. Pray. What am I? The truth remains that if there is aught I can do, say it. Главное ничего не забыть, ничего не пропустить. Потому что там, куда мы идем дальше, помощи нам If there is никакой aught не I can будет. do, say it. If there is aught I can do, say it. The truth pray. Берем с собой волшебный цветочек, который будет удваивать очки опыта. Нам, в общем-то, осталось не так уж много уровней до 200-го. My greatest regret is that I will not see my homeland rebuilt.
Forgive me, my brothers. I pray God to Избавляемся от всех врагов, которые находятся внизу, чтобы они нам не помешали. Судя по урону, это была банши. Ну и появляется смерть. Мы прячемся и наносим смерти смертельный удар. С учетом удвоения практически 2 миллиона очков опыта. И до 200-го остается всего 8 уровней. Вот здесь уже впервые мы встречаем руду под названием алмазит. Два сундука, и в обеих может быть рандомно людоед. Здесь нормально, и здесь тоже. Впереди по курсу два больших скелета. И второй. Вот эти бочки справа можно использовать для того, чтобы бросать их в скелетов и тем самым убивать. Очень, кстати, эффективно.
Вот, а здесь людоедик тоже нас ждал. Ну, спасибо, поднял еще нам уровень. Он и какой подарок нам приготовил, а? Молодец, спасибо. I am not afeard to die in this place, but I would not wish this fate on any other. Да, птички непростые. Избивают с ног и могут вот так схватить и поднять в небо высоко, а потом бросить. Но, к сожалению, у нас здесь не получился фокус с тем, чтобы они нас подняли наверх, потому что нечаянно была убита и последняя птица. Ну и еще 2 сундука, в которых может быть людоед, поэтому мы предохраняемся. Да, теперь мы вернемся. Вот здесь была дверь, которая ведет в другое место, где лежит нужный нам ключ пустоты. Собственно, за ним мы сюда и пришли. Здесь также впервые мы встречаем не простых, а огненных ящеров. Ну вот 12 тысяч. Чуть более даже очков опыта за каждую дают. И впереди еще парочка огненных ящеров. Целили вправо, попали влево. Вон как она поливает огнем.
А здесь никого нет. Амулеты, амулеты. Да, в игре, конечно, эти данжи явно строили по одному и тому же типовому проекту. Иногда только кое-что меняя. Такой же коридор. Справа водичка, слева большой зал, в который полно врагов. Вот нас уже обстреливают. А мы контратакуем. Вон сколько всякой живности мы уже погубили. И сейчас спустимся, посмотрим, кто ж там остался. Проверяем все сундучки. Да, вес прибавился.
Надо избавляться от всякого хлама, потому что нам нужна подвижность. Вот этот сундучок может быть уже опасен. В этом сундуке 100% всегда находится людоед, который не захотел делиться с нами кристаллами разлома. Еще одна дощечка с воспоминанием. В этом уголке обитают летучие мыши. И находим еще одну жуткую статуэтку. Оружие с острова номер 1. Ну, столько оружия нам уже не надо, тем более первого уровня. Поэтому, как вы понимаете, мы его очистим и продадим. Так, а вот здесь комнатка, в которой мы и находим наш ключ пустоты. I gave body and soul to this cause, and for what? Damn the arisen. Но не расслабляйтесь, так просто нас эта локация не выпустит. А вот и он, наш проклятый дракон. А чародей уже силен. Урон приличный наносит. Все. 194 уровень у нас в кармане. Соберем запчасти и двинемся дальше. Да, только предварительно заглянем на верхние балкончики.
Сплошные прыжки веры. И еще одна жуткая статуэтка. Так, ну здесь, конечно, нам не повезло с первого раза, поэтому мы перезайдем. Так, а что это за звуки мы слышим? Что это за звуки? А, вон оно что. Похоже на семейку циклопов. Сейчас мы их рассмотрим. Да, так и есть. Локация не захотела нас так просто отпустить и дала нам возможность сразиться еще раз. Как мороженое тает на глазах тело каждого циклопа. Все, на этой локации нам больше делать нечего. Остается отнести в норку все, что мы нашли, и двигаться дальше. Ключ пустоты у нас в кармане, поэтому препятствий никаких больше нет. На всякий случай обновим заряд, мало ли что. Часто и скелеты справа могут восстановиться, и суккубы, но нет. Да нет, ничего не забыли. А вот грибочки забыли. Сейчас бы только Барыч стоял тут, чтобы не бежать далеко. Нет, не повезло.
And yet, the truth remains. If there is. If there is aught I can do. If there is aught that pray. Пешки нет, некому сказать, когда перебегаешь через мостик, что осторожно, мастер, там обрыв. Вот самому приходится думать. Вот здесь немножко золотишко. И дальше начинается опасность. Да, нас встречают здесь веселые собачки. Да куда ж ты, ну? От радости бросилась прям в пропасть. А там появился еще один персонаж. Это Минотавр. Злой и тупой. Вот такое интересное сочетание. 195 уровень. Бычий рог нам оставил, ну и на том спасибо. Вполне там может быть людоед. Так же, как и в этих двух сундуках. Нет, здесь нет. А здесь
И здесь повезло. Ну вот в них мог оказаться вполне людоед. Да, не будем перегружаться. И вот здесь есть такое место хитрое, где на площадочке лежит еще одна жуткая статуэтка. Здесь два сундука, в которых любит ночевать людоед. А вот молодец, а. Да, ну, напряженность обстановки в этой части, в этих локациях, конечно, еще не максимальная. Так вот, ключ пустоты открыл эту решетку, и мы можем пройти дальше. Здесь нас встречают гоблины-шаманы и банша. Жуткая статуэтка в маленьком стогу сена. И мы идем вниз. Он ходит, бродит. Злой, вредный.
Ну вот, 130,5 тысячи умножить на 2. 207 тысяч мы положили в карман. Опыта, не золота. Да, внизу вот эти летучие птеродактили. Получили еще один уровень. Ну конечно, как же без него? Наш любимый проклятый дракон. Он уже жизни не представляет себе без нас. Убил наш цветочек. Мы его не смогли сберечь. Осталось нам и так тут пару уровней. Добьем и так. Дай же нам собрать хотя бы то, что осталось от этого малыша. Так, где тут решетка? Решетка с проходом. Нет, не здесь. Вот она. А по пути ж хочется еще схватить что-то. Да, сюда. Ну, парень, держись. Разозлил ты нас. Ну, он еще и в костер попал. Молодец. Вот так. 257 800 с копейками очков опыта. Нормально. Соберем. На этом, друзья, наш выпуск подходит к концу. Спасибо за то, что посмотрели. Кто не подписался, подпишитесь, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, любой. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующей встречи.